Всем привет! Сегодня приготовим всем любимые печенье макарон из овсяной муки. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты: миндаль, овсянка. Я буду использовать цельнозерновую овсянку, сахарная пудра и картофельный крахмал. Подробный рецепт будет в описании. Овсянку, миндаль, сахарную пудру и картофельный крахмал ставим в кофемолку. Все надо перемолоть в муку. Потом пропускаем через сито. Добавляем 1 порцию белка. Все перемешиваем. Краситель я не буду добавлять. Этот этап называется макронаж. Чтобы макарон получились нужной консистенции, то важно, чтобы этот макронаж тоже был правильной консистенции. Значит, нам надо, чтобы он был густой, не сухой, липкий, похож на марципановую такую массу. Что я делаю? Я все перемешиваю. Если я вижу, что эта масса на этом этапе немножко влажная, я беру этот макронаж и распределяю по стенкам посуды и оставляю подсыхать, пока подготавливаю все следующие ингредиенты. Но если он не влажный, то нам не надо его распределять по посуде, а просто перемешиваем, оставляем. В ковшик наливаем воду, добавляем сахар. Сахар нам надо добавить грамм в грамм. Но если воду добавили немного меньше или немного больше, это нам никак не повлияет, так как в итоге мы варим сироп, и в любом случае, если вода за много, то наш сироп будет дольше вариться. Если вода меньше, сироп сварится просто быстрее, до нужной температуры. Я всегда варю до 120 градусов. Когда сироп достигает 120 градусов, тонкой струйкой вливаю взбитые белки и продолжаю белки взбивать до стабильной такой меренги. В это время меренга остужается до примерно 45-50 градусов. Готовую меренгу вмешиваю в макронаж. Вначале мешаю 1/3, чтобы макронаж сделать более легким, и только потом добавляю остальные белки. Когда добавляем первую порцию белков, нам без разницы, какими движениями мы мешаем эту массу, нам просто надо добиться однородной массы. И потом уже добавляем следующие белки и уже перемешиваем более аккуратно. Вот такими вот движениями собираем все к центру, перемешиваем, прижимаем, выжимаем воздух и опять перемешиваем. Консистенция теста так лениво стекала с лопатки. Но лучше не ждать непрерывной такой ленты, так как можно перемешать и будет слишком жидкое тесто. Отсаживаем макарон. Если у нас остались хвостики и тесто само не распределяется, оно густое, то мы можем пару раз отстучать противень. Если хвостиков нету, я не отстукиваю. Я их сверху посыпала какао-порошком и оставила сушиться. Дотрагиваемся. Если они не прилипают к пальцу, у них образовалась такая верхняя пленочка, температура на которой я выпекаю 150 градусов. На первых 5 минут появляется юбочка. На 8-10 минуте уже поднялась максимальная юбочка. И тогда я открываю дверцу и проверяю, насколько они пропеклись. Если у макарон шапочка еле шевелится, то можно доставать из духовки. Если шапочка шевелится довольно сильно, то оставляем еще примерно на 30 секунд и опять проверяем. Достаю макарон. Если я доставала в тот момент, когда еще шапочка еле шевелилась, то я макарон оставляю еще на горячем противне. Пусть они там 5 минут остывают и еще немного подсыхают. Если я достаю, когда макарон шапочка не шевелилась, то я буквально через минуту
Коврик снимаю с противня, чтобы макароны не продолжали сушиться. В идеале, конечно, после выпечки оставить макарон полностью остыть. Но я очень часто снимаю еще не остывшие макарон. Если макарон хорошо приготовленные в всех этапах, то они от коврика соскальзывают даже теплые. Цвет макарон получился вот такой интересный, напоминает тирамису, поэтому я уже в начале немного посыпала какао-порошком. Внутри я ставлю взбитый ганаш Белиз. Про начинки макарон, разные ганаши я буду постепенно добавлять в отдельных видео. Еще я эти макарон немного посыпала сахаром и прошлась горелкой. Сверху образовалась вот такая корочка, как у десерта крем-брюле. Визуально тоже интересно смотрится. Получились такие красивые макарошки. Мне очень понравился вот этот вкус, конкретно сочетание вот такого сливочного ганаша. Вот прям подходит такой кофе, коньяк. И так как мне нравится экспериментировать с различными добавками, готовить из разной муки, то эти будут не последние экспериментальные макарон. У меня еще есть из гречки и из других видов муки. Поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые эксперименты, новые рецепты. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!